Жила-была одна девочка, и были у нее такие красивые и длинные волосы, что все, кто видел ее, не могли отвести глаз. Пряди были такими светлыми, прямо золотыми, поэтому и называли ее Златовлаской. Несмотря на всю свою красоту, она была очень непослушной маленькой девочкой. Мама всегда разрешала ей гулять во дворе, но приказывала не ходить в лес за их домом. Златовласке было очень интересно узнать, что же находится в том лесу. И вот пока матушка не видела, ушла она как-то из дома в лес. Долго гуляла девочка по лесу. То ягодку найдет, то цветочек красивый рассмотрит, то послушает, как птички поют. Так и заблудилась она в лесу. И вдруг увидела она необычный домик на полянке. Златовласка тихонько подошла к нему, обошла вокруг, но никого не увидела. Она постучала в дверь, но никто не ответил. Тогда она постучала сильнее, и дверь сама открылась. Златовласка осторожно вошла. В том домике жили 3 медведя. Один медведь был папа, большой, лохматый. Другой была мама, медведица. Она была поменьше. Третий был маленький медвежонок. Медведя не было дома, потому что они ушли гулять по лесу. Девочка вошла в комнату и увидела на столе 3 миски с кашей. Первая миска, самая большая, была папа медведя. Вторая миска, поменьше, была мама медведицы. А третья, самая маленькая, была медвежонка. Возле каждой миски лежала ложка. Большая, средняя и маленькая. Златовласка была так голодна, что сначала захотела поесть из большой миски. Она взяла самую большую ложку, набрала кашу, попробовала, но каша была слишком горячей. Потом она взяла среднюю ложку, набрала кашу, попробовала, но каша была слишком холодной. Наконец она взяла маленькую ложечку и попробовала кашу из маленькой миски. Эта каша была не горячей и не холодной, в самый раз. И Златовласка съела всю кашу из маленькой миски. Наевшись, девочка захотела посидеть и увидела 3 стула возле печи. Один большой, другой поменьше, а третий совсем маленький, с красненькой подушечкой. Сначала она попыталась залезть на самый большой стул, но не смогла. Потом девочка попробовала сесть на средний стул, но он был очень жестким и неудобным. Наконец она села на самый маленький стульчик, и он оказался ей в самый раз. Стульчик так понравился Златовласке, что стала она качаться на нем. Стульчик затрещал, проломился, и она упала на пол. Девочка встала и пошла в другую комнату. Там стояли 3 кровати. Большая, средняя и маленькая. Сначала Златовласка забралась на первую кровать, но она была слишком высокой и жесткой. Легла на среднюю, было слишком просторно и мягко. Девочка легла на третью, самую маленькую кровать. Она оказалась ей в самый раз. Златовласке было так удобно и уютно, что она быстро заснула. Девочка крепко спала, когда семья медведей вернулась домой. Медведи очень проголодались и сразу пошли к столу. Увидев свою миску, папа-медведь не на шутку разозлился. «Кто-то ел мою кашу!» – прорычал он. Мама-медведица также посмотрела в свою миску и зарычала не так громко. «Из моей миски тоже кто-то ел!» А медвежонок увидел свою пустую миску, громко заплакал. «Кто-то не просто поел из моей миски, он съел всю мою кашу!» Медведи учуяли что-то неладное, вышли из-за стола и начали осматриваться. Папа-медведь заметил, что кто-то подвинул его стул, и зарычал страшным голосом: «Кто-то сидел на моем стуле!» Мама-медведица посмотрела на свой стул и пожаловалась: «Кто-то сидел и на моем стуле и сдвинул его с места!» И тут медвежонок взглянул на свой сломанный стульчик и снова громко заплакал. «Кто-то не просто сидел на моем стуле, а сломал его!» Все 3 медведей осторожно пошли в спальню. «Кто-то лежал на моей кровати и смял ее!» – заревел папа-медведь страшным голосом. «И на моей кровати кто-то тоже лежал и помял ее!» – зарычала мама-медведица.
медвежонок взглянул на свою кроватку и снова заплакал. «Кто-то ложился и на мою кровать!» И тут он увидел девочку и запищал тонким голосом: «И до сих пор спит в ней!» Папа и мама медведи подошли к кровати и увидели, что там спит маленькая девочка. Златовласка проснулась от плача медвежонка и сильно испугалась. Перед ней стояли 3 медведя. Она мигом выскочила из дома и побежала, куда глаза глядят, не оглядываясь. Долго бежала девочка, сильно устала, и тут она увидела свою маму, которая искала в лесу свою пропавшую доченьку. С тех пор Златовласка всегда слушала свою маму и ничего не делала без ее разрешения. Она стала очень послушной, доброй и хорошей девочкой. Жил-был богатый купец, у которого было 3 дочери. Младшую из дочерей звали Красавица. Сестры не любили ее за то, что она была всеобщей любимицей. Однажды отец собрался поехать в город и спросил дочерей, что им привезти в подарок. Старшие сестры попросили платья и украшения драгоценные, а младшая — розу алую, самую красивую в мире. Призадумался купец, но пообещал, что сделает все возможное, чтобы найти такой цветок, и отправился в путь. Быстро отец нашел подарки старшим дочерям, а для младшей никак не может найти. Каждая роза, которую купец встречал на своем пути, была краше предыдущей. Где он только не искал. И вот привела его дорога в густой лес. Там было очень темно и холодно. Вдруг вдалеке показались огоньки. Приблизившись, купец увидел огромный старинный замок, весь в золоте и бриллиантах. Войдя в его ворота, он зашел в зал, полный драгоценностей. Видит, посреди зала стоит стол, а на нем каких только блюд не было, и вся посуда из серебра и золота. Но в замке было пусто, никого не было. Купец подумал, что хозяин, наверное, придет с минуты на минуту. Он прождал час, 2, 3, никто не появлялся. Не выдержал купец и сел за стол. Наевшись от пуза, старик отправился в путь. Проезжая по аллее, купец увидел розовый куст небывалой красоты и вспомнил о просьбе младшей дочери. Он подъехал и сорвал самую красивую розу. В ту же минуту блеснула молния, ударил гром, раздался рев и вырос как будто из-под земли перед купцом. И не зверь, и не человек, а какое-то чудище, страшное и мохнатое. Оно было слишком злое, что купец сорвал его любимый цветок, вместо того, чтобы отблагодарить хозяина за гостеприимство. Старик очень испугался и сказал, что сделает все, что угодно, лишь бы тот не убивал его. За такой проступок чудовище согласилось взять в жены одну из его дочерей, но только ту, которая сама захочет приехать из любви к отцу. А если ни одна не приедет, то смерть купцу. Погоревал старик и решил поехать домой, попрощаться со своими дочерями. Не хотел он ни одну из них отдавать за лютого зверя. Сел на коня и отправился домой. Встретив детей, он отдал всем подарки и рассказал про свои приключения. Старшие сестры накинулись на младшую, мол, это она во всем виновата. Заказала паршивый цветок, за который отец теперь должен расплачиваться жизнью. На что красавица ответила, что с радостью поедет к зверю вместо отца. И вот на следующий день красавица отправилась в путь. Лошадь быстро сама нашла обратный путь к замку. Войдя в зал, она обнаружила стол с изысканными винами и кушаньями. Красавица подумала, что чудовище хочет съесть ее, поэтому и откармливает. Как только она пообедала, раздался рев. И появилось, как будто из-под земли, чудище страшное и мохнатое. И сказала чудище красавице, что раз она сама сюда пришла по своей воле, значит, доброе у нее сердце. И поэтому монстр будет так же добр к ней. И на этих словах чудовище исчезло. Проснувшись утром, красавица решила прогуляться. Войдя в одну из комнат, она увидела надпись на столе:
Все, что красавица пожелает, я исполню». Девочка подумала, что все-таки монстр добрый, и, наверное, он не собирается ее есть. Так они жили долгое время. Чудовище очень хорошо относилось к красавице и выполняло все ее желания. Однажды девочке приснилось, что ее отец болен. Ей очень захотелось навестить его. Красавица слезно попросила чудовище отпустить ее и пообещала, что обязательно вернется обратно. Монстр ответил, что она свободна и может вернуться, когда захочет. На следующий день красавица надела свою самую дорогую одежду и пошла к отцу. Он был очень рад, увидев свою дочь целой и невредимой. Прибежали ее сестры и увидели, что она стала еще красивее, да еще и разодета, как королева. Спустя неделю красавице приснился сон, что чудовище лежит в парке на траве и умирает. Она в ужасе проснулась и решила срочно вернуться и вылечить его. Когда девочка подошла к замку, она увидела на траве бездыханное тело чудовища. Ее сердце разрывалось от жалости. Красавица кинулась к нему со слезами и поцеловала его. И в ту же минуту блеснула молния, ударил гром, весь замок озарился ярким светом, и всюду заиграла музыка. Чудовище исчезло, а вместо него на траве лежал прелестнейший принц. Он рассказал красавице, что эта злая фея заколдовала его и превратила в монстра до тех пор, пока молодая красивая девушка не полюбит его и не захочет выйти замуж. Красавица подала ему руку, и они отправились в замок. На следующий день красавица с принцем обвенчались и зажили долго и счастливо. Вот так доброе сердце может разрушить злые чары.